6 часов на одном заряде. М2Т ТВС Rockspace, а вашим ушам слабо? Как же странно, мало того, что мигают, так еще и разницы левое и правое ухо нет. И как мигают, видно, наверное, за километр. Я похож на парня диска. YouTube 155 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я расскажу вам об очередном детище компании Rockspace. И это уже третий их наушники в моих обзорах. Притом они всегда, как вы помните, если смотрите мои обзоры, отличались великолепным звуком. Как всегда, кратко, быстро и емко, 20 фактов о наушниках M2T Rockspace. Начнем. Первое, у этой модели 3 вида расцветки: черный, серый и розовый. Второе, упаковка пусть и не эпична, но довольно приличная, надежная и не лишена индивидуальности. Дарить такое однозначно можно. Третье, цена на распродажах для такого рода девайсов довольно демократична, а именно 2000 рублей. Дорого или дешево, решать вам, но 30 баксов для ушей, мне кажется, это не критично. По мне, они этого стоят, но не дороже. Ссылка на их покупку будет в описании к видео, как всегда. Четвертое, кнопки в наушниках физические. Я это люблю больше, чем сенсор. Намного надежнее и удобнее при полном отсутствии нечаянных кликов. Пятое, инструкция на английском языке. Не знаю, насколько можно считать это плюсом или минусом, но я так привык, что инструкции ко мне приходят только на китайском языке, что моей радости просто не было предела. Наконец мне не нужно переводить китайский. Шестое, мигающие индикаторы на самих наушниках обозначают следующее. Включение: зажигается голубой индикатор на обоих наушниках. Когда наушники создают пару между собой, они поочередно мигают красным и синим цветом. Когда наушники в работе, они не мигают и не горят никаким светом. Когда наушники заряжаются, они горят длинным красным миганием. При полном заряде наушники перестают вообще мигать. При выключении единожды мигают красным цветом. Седьмое, на боксе также есть диод. Его значение: режим загрузки. Это упрощенное подключение, когда вы поднимаете его крышку, диод 10 раз мигает синим цветом. Полностью заряжен, длительное по периодам голубое мигание. Также, если бокс заряжается, у него следующие обозначения заряда: одно мигание до 25% заряда, 2 мигания до 50% заряда, 3 мигания до 75% заряда, 4 мигания до 100% заряда. Восьмое, наушники автоматически включаются при открытии крышки бокса. При том, что если вы даже включенными возьмете и засунете наушники в бокс, они через некоторое время сами выключатся. Девятое, бокс матовый, черный и очень приятный на ощупь. На крышке имеет овал прозрачного пластика для проверки индикации внутри. Сам бокс из металла, но его дно и крышка из софт-тач пластика. Механизм защелки, по моим наблюдениям, пластиковый, довольно примитивный и крайне недолговечный. Десятое, зарядка бокса происходит по кабелю microUSB. И самая печаль в том, что, как всегда, этот кабель был упакован просто драматично. Вот не хотят производители упорно выводить себя из кустарной упаковки. 11, и это довольно приятно, то, что наушники автоматически, если теряют связь с источником звука, подключаются к нему, как только они снова будут находиться в зоне действия источника. Не всегда попадаются китайские наушники, у которых нормально работает автоподключение. У этих она работает просто отлично. 12, для вызова Siri либо голосового помощника достаточно нажать на 2 секунды на наушник. Один клик включение, выключение, проигрывание. Ответ на звонок: один клик, положить трубку, также один клик. 13, в них можно поменять язык самих наушников. Длительное нажатие 5 секунд, и они начнут с вами общаться на английском языке. Если они с вами говорили на английском языке, также 5 секунд, и они начнут общаться с вами на китайском. 14, ловят наушники непривычно для меня близко к источнику, а именно на расстоянии 20 метров. Но с другой стороны, через стену ловят без проблем, и обрывов и помех мной в течение недели с ними не наблюдалось. 15, и это то, ради чего можно подумать о том, чтобы приобрести эти наушники. Эти бочонки с одного заряда могут проигрывать непрерывно 6 часов музыки. Я не знаю, как они это реализовали, но это факт. Они работают дольше AirPods, при том, что в наушнике батарейка всего 60 мАч.
16-я зарядка бокса на 350 мАч. Хватит вам почти на 3 полных перезаряда наушников, а значит еще на 18 часов звучания для пары ушей. 17-я кожаный мешочек, и я вам скажу, что это не только более чем прилично выглядит, но и довольно удобно. Приятная такая комплектация у ушей получается. 18-я 12-месячная гарантия производителя. Может, я просто раньше на такое не обращал внимания, но в этой инструкции целая страница, притом на английском языке, посвящена гарантии. И это уже вселяет в меня уверенность в том, что скоро они не погибнут. 19-я, конечно, эти уши True Wireless Sound. И здесь я не стану рассказывать вам о кодеках или остальном субъективном бреде. Факт в том, что звучание у них чистое, басы глубокие, середина присутствует, и в целом звук хочется просто назвать качественным и объемным. Особенно, когда вы в двух наушниках. По звуку, как и прошлые их модели, я очень их советую. Они очень классные. 20-я ложка дегтя в конце. Мелочи в виде прилегания крышки, которая довольно драматичная. Пакетика для амбашюр, прямо скажем, позорного. Смазанного маркера для обозначения цвета на коробке. Ну, печальная. Продукт реально топовый, а упаковка упорно хромает. Но с другой стороны, это плата за довольно низкую цену. 2000 рублей за такие уши — это довольно вкусно. Резюмирую тем, что это пока лучшие по звучанию, ну ладно, не лучшие, но в этой категории с xiaomi-шными косячными с точки зрения исполнения, но не звука наушниками. И немного опережающими по звуку мои любимые Blitzwolf наушники. Советую я их? Скорее да, но помните, что это китайский ноунейм. Подписываемся, кто не подписан, чтобы участвовать в конкурсе, условия которого в описании к видео. Видео минимум 3 раза в неделю. Следующий мини-обзор будет на универсальный переходник. Такой штуки лично мне всегда не хватает в путешествиях. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!